Я еду в Хакасию, небольшая экспедиция по аномальным местам. Сейчас мой путь лежит в поселок Туим, это Ширинский район. Там находится Туимский провал. Очень интересное место, его еще называют гора наизнанку. То есть там произошел провал горы, образовался огромный кратер, и на дне которого есть озеро. В этой горе и в соседних горах добывали руду подземным способом, делали штольни и вывозили вагонетками руду. Много историй с этим связано. Француз, который открыл месторождение, шаманка, которая с ним там как-то связана, зэки, которые работали в этих штольнях, часть. Потом какой-то отряд зэков сбежал, жил там где-то в штольнях. Пропадали животные, люди. Очень много историй. Но большинство из них в формате легенд ходят. А еду я туда по следующему делу. Мне написали двое местных ребят туимских. Они ходили по штольням ночью вдвоем. И из-за одного угла поворота вышел человек и зашел обратно. Они знали, что там тупик, штольня тупиковая. Они туда пошли посмотреть, человека там нет. Вот, это им показалось очень странным и очень их напугало. То есть они начали оттуда убегать, и где-то там ближе к выходу им еще раз встретилась та же самая фигура, похожая на человеческую. Вот, это не могло быть галлюцинация, потому что их было двое, и видели они вдвоем одно и то же. Ничего ранее они там подобного не наблюдали. Ну и более там тоже они ничего такого не видели. Но, как они сказали, мы больше ночью по штольням не ходим. Вот, сейчас я еду туда, чтобы все посмотреть Туимский провал, эти самые штольни, и может быть что-то зафиксировать, если удастся. Иногда так бывает, что ваша жизнь шла и неожиданно зашла в тупик. Так вот, у тупика есть обратная сторона. Тупик имеет свойство заканчиваться. По дороге в Туимский провал встречается обогатительная фабрика. Теперь здесь руины, остатки зданий. Я заехал, походил, посмотрел. Все в аварийном состоянии. Так, ну что ж, обошел развалины, посмотрел, полный постапокалипсис, все разрушено. Но могу сказать, что одному здесь ночью особенно делать нечего. Так, вот он, знаменитый Туимский провал, известный своими мистическими историями, своими странностями. Но самое главное, что здесь есть горы, совсем рядом, которые напротив горы, там есть штольни. Различные входы в них есть, некоторые облагорожены, ледяные пещеры так называемые. Сейчас посмотрим, что здесь. Интересно, какие штольни, как вообще здесь все это было устроено, и почему он образовался. Так вкратце прямо расскажу. Это не природно-техногенный провал. Здесь в советское время в горе был подземный рудник. Штольни добывали вольфрам, медь, молибден. Взрывали и вагонетками вывозили руду. Сначала работали политзаключенные, затем амнистия там была, и работали уже просто жители Туима. Когда добычу руды прекратили, рудник законсервировали, а вершина горы стала проваливаться. В результате образовался огромный кратер, на дне которого появилось озеро. Высота от озера до вершины горы примерно 127 метров, так пишут в интернете. Это длиннее, чем футбольное поле. Глубина водоема 200 метров. И есть возможность пройти в самом низу, вот там вот где моя рука сейчас. Там выход есть, и можно снизу, с подножия горы, выйти прямо туда. Идти придется по ручью, вода выше колена. Вот. Но можно выйти, посмотреть на гладь озера и посмотреть на весь вот этот масштабный Туимский провал изнутри, снизу. Вот сейчас нахожусь на самой высокой точке Туимского провала, на самой высокой точке горы. Отсюда прыгают джамперы, у них натянуты здесь тросы, и они летят до озера, не долетая 10 метров, как они говорят. Здесь висят таблички: камни в озеро не бросать, потому что там живут утки.
Место здесь красивое, интересно, но здесь бывали и самоубийства, и несчастные случаи, и водолаз погиб при исследовании штолен подводных затопленных. Кто-то прямо сверху прыгал вниз туда в воду, убился. В общем, нужно ходить очень аккуратно и осторожно. Ну что ж, сверху я все посмотрел. Сейчас отправлюсь вниз, в самую нижнюю точку, на гладь озера, посмотрю Туимский провал снизу. Так, и вот это вход в штольню, который ведет на дно Туимского провала. Можно выйти к самой глади воды. Итак, здесь вода течет, поэтому придется идти в болотных резиновых сапогах, потому что вода выше колена, вода достаточно холодная, где-то они говорят около 0 градуса. Посмотрим, какая здесь глубина и что здесь вообще происходит. Там позади видно вход. Штольня здесь прямая, центральная. Вот вода достаточно прозрачная, видно дно. Высоко, около 3 метров. Интересно идти, очень такие впечатления захватывающие, как будто погружаешься куда-то в центр земли. Так, вот, развилки пошли, но мы туда не пойдем. Впереди небольшой завал, но здесь есть вот проход. Лестница какая-то, возможно, старая. Подпорки какие-то стояли здесь. Да, но все как бы порушилось. И вон там мы видим, вдали виднеется выход на условное дно Туимского провала. Высота практически. Вот. И вот мы близки к выходу. Воды становится по щиколотку. Ходненький ручеек выбегает. Так, вот я нахожусь на, так и хочется сказать, на дне Туимского провала, хотя это не совсем дно. Ну, можно сказать, это нулевая отметка. Вот, если мы посмотрим, вот это все вот так выглядит снизу. Вот эта красота. Периодически заходят сюда туристы. Вижу штольни, много уровней, достаточно масштабно есть вон там наверху. Чувствуешь себя здесь очень спокойно, хорошо, очень приятная энергетика. Такая вот гладь воды, огромный монолит, скальный монолит тебя окружает, но в то же время никакого давления, ничего негативного не ощущаешь, прям такое спокойствие, красота. Так, ну что ж, выдвигаюсь обратно. Сегодня ночью меня ждет не менее интересное дело, проверка штольней ледяной пещеры. Посмотрим, удастся ли там обнаружить и зафиксировать нечто аномальное. Ну вот он выход, все, на этом экскурсия закончена, теперь начинаются серьезные дела. А серьезные дела, как у нас все знают, делаются ночью. Ну что ж, посмотрел Туимский провал, интересно все. Наступает вечер, уже темнеет, уехал из Туима в поля, сейчас немножко подожду, дождусь ночи, значит подготовлю все оборудование, камеры и поеду ночью уже конкретно смотреть эти штольни. Через пару часов наступит полночь, начнется час X, когда нужно будет выдвигаться. Камеру я уже подготовил, одна камера будет постоянно со мной, всегда ее ношу, потому что это тестер, проверяющий мое зрение. И будет сразу видно, действительно ли это происходит, либо это все-таки глюк моего зрения, либо моего мозга, который там дорисовывает что-то. Так, я выдвинулся
ко входу в штольни. Сейчас где-то недалеко здесь должен быть вход. Иду тихо, стараюсь не шуметь, чтобы никого не спугнуть. Вот я дошел. У номер 4, да, вот он вход в штольни. Проход в штольне закрыт, здесь стоит дверь, 2 замка, но у меня есть ключи, и я договорился, чтобы меня на ночь пустили. Так, здесь положены доски. Да, вот вижу, что изморозь на потолке. Здесь еще один ход. Так, иду влево. Очень красиво, конечно. Так, значит, вот я вижу тупик. Так, иду дальше. Опять у нас развилка. Хорошо. Вертикальная шахта лифта, по которому спускались на нижние этажи, потому что сейчас я нахожусь на нулевом уровне. Люди спускались вниз, и внизу тоже делались горизонтальные ходы. Глубина примерно 40 метров, мне сказали. Вон видна лесенка, где фонарем свечу, лестница. Вот. То есть здесь, вот здесь был подъем руды. А вот с этой стороны здесь были лестницы. С одной и с другой стороны вот люди поднимались. Так, вот это идут балки. Что там наверху торху? Ну нет, там вот идет потолок. Так, ну, значит, вот я дошел до самой крайней точки возле этой шахты. Значит, здесь, мне сказали, находится вот такой небольшая такая арка. Если сюда пройти, окажемся в такой комнате небольшой. Так, с этой стороны у нас шахта, с этой стороны все, тут тупик у нас. Вот, значит, восстанавливаю хронологию событий. Значит, ребята стояли вот здесь, а вот отсюда вышел человек, так развернулся и ушел обратно. А они вот здесь стоят, и они смотрят туда и ждут, когда он выйдет. Вот. То есть вот так это было. Они ждут, когда он пойдет сюда. Они стоят возле шахты там. Ну, человек не вышел. Тогда они вышли сюда, зашли, а здесь никого нет. То есть здесь же тупик. Ну, тупиковое место. Вот. И они там, и они поняли, что что-то здесь не то. Если бы здесь кто-то ходил, они бы его обязательно увидели. Но вот он вот здесь прошел и не вышел. И тогда они пошли дальше и увидели его еще в одном из поворотов. Вот. Ну вот я планирую сейчас здесь немножко посидеть, понаблюдать. Поставлю камеру сейчас и буду отслеживать все, что мне покажется необычным, странным. Может быть, кого-нибудь увижу, может нет. Я, конечно, сомневаюсь в том, что здесь кто-то есть, но посмотрим. Значит, сейчас пойду проверю еще одни ходы ответвления направо, которые были. Может быть, там что-нибудь интересное есть. Пока что отслеживаю свои ощущения. В принципе, ничего необычного не ощущаю. Нет страха, паники. Клаустрофобии у меня тоже нет. Боязнь высоты не страдаю. Вот. В принципе, пока в целом все нормально. Вот, двигаюсь дальше. Так, опять чувствуется, начинается водяная взвесь. Так.
Какой-то мостик. Мостик. Что за мостик? Аккуратно идем. Так, вода, звук воды слышу, капли капают. Надо аккуратно идти. Здесь, по-моему, влажность очень большая. Так, а это что такое? Ну-ка, подождите. Вот это что такое? Лесенка какая-то. Так, ладно, двигаемся дальше. Так, лесенка, только выдержи меня. Так, очередная развилка. Здесь у нас тупик. Так, а дальше... Ой, что-то далеко идет. Кстати, здесь такая штука интересная есть. Прям вот видно. Жила такая идет. Вот она внизу. Вот идет наверх. Так, ладно, пойду-ка я пока прямо. Стрелочкой, ладно, хорошо. Так, ну что же, я пришел, вот здесь тоже тупик. Сейчас поближе подойду, кое-что покажу. Здесь интересная штука, я заметил. Вот где в тупиках есть вот такие шурфы маленькие, наверное, для закладки все-таки взрывчатки, я думаю. Ну-ка, что там? Ну что ж, еще один тоннельчик. Исследую и все. Надо будет выдвигаться. Вот так. Сейчас свет поставлю еще. Сейчас вернусь к шахте и посижу в том ледяном зале, небольшом гроте. Вот. Так, ну вот. Нарушение техники безопасности. Где-то ходите, если по пещерам по каким-то, одевайте каски. Потому что я вот сейчас шел, вот здесь довольно низкие есть места, и можно удариться. Я, короче, ударился, каски у меня нет с собой. Вот немного голову разбил. Но чувствую себя нормально. Так что сейчас пойду дальше. Плохо зеркала нет. Приходится камеру смотреть. Так, ладно. Теперь буду в стране осторожнее ходить. Так, вот здесь на стенах присутствуют надписи. Да, туристы ходят. Также здесь есть монеты. Свист какой-то. Ветер, не знаю. А, нет. Короче, кто-то ходит.
Посмотрим. Выходи отсюда. Тихо, 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 тихо. Так, надо выходить потихонечку, выходить. Тихо, 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 где-то здесь ходил. Где-то фигура впереди ходит. Сейчас попробую догнать. Тихо. Блядь, какие-то столбы. Сука. Это такой столб. Это бревно упадет на голову. Да, что-то есть, кто-то ходит. Кто-то ходит, кто-то здесь. Давай покричать, может люди зашли. Может, показалось. Но нет, прям адреналин бахнул. Прям жестко. Нарик, включись. Фонарик что мигает? Так, ладно. Все. Вода капает. Так, это где-то лестница здесь. Вот она. Так, свалим, так, здесь обход. Развилась. Эй, выходи! Выходи, тебе говорю! Что-то шуршит. Эй, выходи! Там впереди ходила. Сюда иди! Иди сюда! Тихо, ёб твою мать. Иди сюда, сейчас подойдут. Пиздец будет. Кто здесь? Выходи! Так, ну что произошло? К сожалению, мне пришлось покинуть эти подземные штольни, потому что я ощутил очень сильное психофизическое воздействие. Вот, начали слышаться какие-то звуки, постоянно какая-то волна вот накатила, и что-то где-то ходит, шуршит, и как будто вот где-то рядом вот нечто перемещается, и даже физически вот чувствуешь вот это нечто, оно где-то рядом. Вот, и мне показалось, что я видел человеческую фигуру
скажем так, нечто похожее на человеческую фигуру. Пошел туда, за ним, куда-то в эти лабиринты, что-то ходил там, значит, искал, но чувствую, что волна вот эта накатывает, все хуже становится, то есть начинаешь теряться в пространстве, то есть ориентирование нарушается. Поэтому принял решение, нужно уходить. Попробовал, такую психологическая фишка есть, такая уловка. Начинаешь громко орать. Прям кричишь: ты там, слышь, ты иди сюда. Ты кричишь больше не для того, чтобы кто-то там к тебе подошел, а, скажем так, для себя. Громко, когда начинаешь орать, кричать, звук твоего же голоса, он немножко проясняет сознание. Порал, конечно, но все равно чувствую, что опять вот это накатывает. И понял, что нужно уходить. Вот, значит, делаю вывод следующий. Одному исследование там проводить нецелесообразно, нужна команда, нужно, чтобы было несколько человек, чтобы можно было друг друга контролировать, тогда будет более плодотворно все проходить, вот, более безопасно, скажем так. Поэтому, а так как я сейчас здесь один в экспедиции, то мне придется покинуть этот объект, но он однозначно проявил свою аномальную активность, там что-то есть, я буду смотреть камеры, какие там записи получились, не получились, нужно будет все отсмотреть, проанализировать. Вот, значит, камеры заберу утром, когда начнет светать, ну, и приеду, наверное, запланирую экспедицию на данный объект уже с командой, уже не одному. Тогда будет более интересно, мне кажется. Вот.